Привет, это канал Походный Оптимист. Меня зовут Дима, со мной сегодня Илья с канала Тайные Тропы. Привет. И мы отправились на рыбалку. Мы не стали заплывать далеко, потому что в наших планах именно реальная рыбалка. То есть чаще всего мы под лозунгом рыбалка искали отдыха, уединения с природой, красивых каких-то мест и приключений. Но в этот раз мы попробуем добыть рыбу. Мы заплыли недалеко от города, но достаточно в живописном все равно месте находимся. Здесь и острова есть, и чуть дальше заповедник. И за нашей спиной Жигулевская ГЭС. Ее я вижу вообще с такого ракурса первый раз в жизни. И в этих местах я нахожусь первый раз в жизни. Привел меня сегодня Илюха сюда, он здесь уже рыбачил, и мы будем очень надеяться поймать какую-нибудь рыбку, вечером ее приготовить, сделаем походную баню, ну и насладимся этой всей атмосферой. О, да. С одной стороны солнце светит ярко, с другой стороны на горизонте дождь. Пейзажи великолепные. У меня, смотри, на якоре есть заморочка одна. Да. То есть, по идее, это место для привязывания якоря. Ага. А здесь у меня ноу-хау маленькое. Многие рыбаки так делают. Ставят пластиковую штучку и привязывают за низ. И когда у тебя якорь зацепляется сильно, ты сильно тянешь веревку, срываешь вот эту штуку и вытягиваешь якорь за низ. О, офигенно. Погнали. 20 метров вышли? Да. Новый спиннинг буду пробовать. Я специально нашел телескопический, я знаю, что они хуже по качеству, чем штыковые все. Но это мобильность. Я бываю в таких местах, где просто грех на самом деле не покидать спиннинг, не уделять там особое внимание, какое-то готовиться, набирать с собой кучу снастей, а кинуть просто в рюкзачок маленький складной спиннинг и пару блесенок. Я думаю, что осенью можно будет проверить все мои места пребывания таким методом. Я не так часто на самом деле рыбачил в лодке, для меня это немножко по-новому все. Тесно, пока неудобно. Посмотрим, какой будет результат. Окушок. Есть. А, судачок. Смотри. Старика. Офигеть. Обалдеть. Стой. Ослабь немножко. Оп. О, Обалдеть. красавчик. Мы сегодня не останемся голодными. Для справки, мы сегодня практически ничего с собой поесть не взяли. Мы взяли только приправки, какие-то там вспомогательные элементы, типа лука, лимона. Но вот основное блюдо мы не брали, потому что мы целиком полностью рассчитывали на рыбу. И не зря, как говорится, рассчитывали. Угу. Причем это не самый клев. Сейчас середина дня, а клев обычно под вечер где-то. На самом деле у нас там сидит водолаз на крючок. Да, друзья, это же постанова, поэтому там водолазы внутри. Внутри Волги. Внутри Волги цепляют нам рыбку на крючок. И вообще неожиданно, только был зацеп. Я думал, что сейчас блесна уйдет. Мы начали снимать якорь для того, чтобы обойти с другой стороны, поддернуть спиннинг. Начал дергать, она вроде сорвалась, и в то же время сразу же хлоп. И началось биение прямо по удочке. А это рыбка. Судачок. Судачок. Так, нам теперь как-нибудь его прицепить, чтобы судачок не помер. И при этом был в воде. Думаю, ему до вечера ничего не будет, если он даже помрет. Я вообще, если честно, не очень на рыбу сегодня рассчитывал. Мне не везет обычно в рыбалке. Мелочь какую-нибудь ловлю. Это может тоже мелочь для кого-то, но она подходит. Ну слушай, 4 такие штучки, мы вдвоем вечером хорошо поужинаем. Вроде бы как тучка идет мимо нас. Солнышко выходит с этой стороны. И над нами небо более-менее. Ну вот эта тучка сейчас пройдет. Небольшая. Возвращаясь обратно на место нашего лова. Тут течением сносит нас даже с якорем. Мы решили немного потроллить.
Вставил удочку в держатель. И идем прям на самых-самых маленьких оборотах. Посмотрим. Пока у нас затишье в поклевках, хочу порекомендовать вам Махач. Это новая, свежая лига боев. Участие профессионалов, бойцов международного класса, чемпионов ММА делают эти бои зрелищными, динамичными и эффектными. Особенно рекомендую посмотреть бой Артема Лобова и Дениса Беренчака. Это важный бой в области кулачных боев и единоборств в принципе. Яркие зрелищные моменты этого боя запросто пробудят интерес к кулачным схваткам. Антуражная атмосфера и рев толпы подбадривает брутальных мужиков, идущих к победе. Ссылка в описании, переходите, чтобы не пропустить бой. Подошли к берегу, немного размять ноги, уже 3-й час находимся в лодке. Так удача к нам больше и не повернулась. Пока это судачок единственный наш улов, но мы рады и этому. Какой вид открывается на Жигулевскую ГЭС с этого острова. Нужно, кстати, починить нам еще и якорь. Вот этот вот хомутик, который я показывал, ноу-хау на якоре, как раз отлично сработало, потому что якорь сильно зацепился, и мы не могли его сорвать. Сильно дернув, мы порвали этот хомут, и якорь снизу вырвался. Теперь нужно новую веревку привязать сюда, которая будет как раз контролочкой. Вечереет, а мы до сих пор с одной рыбкой. В планах поймать хотя бы вторую. Иначе что есть-то будет? Очень красиво. Все вокруг нас на лодках достают громадных судаков постоянно. Нужно назвать видео «Бешеный клев», но не у нас. Мне кажется, у нас что-то не так с наживками. Как узнаешь, у нас не клюет, у всех клюет. Мы даже стали удочками дергать, как те люди. Не помогает. Сплавали на берег за вещами для нашего лагеря, для ночлега. Приплыли обратно на остров. Сейчас будем располагаться, готовить все к отличному времяпровождению, потому что, как оказалось, все-таки за рыбой сходить нам не удалось. Значит, будем получать удовольствие от природы, от уединения на острове. Меня вот пугает то, что она очень подспустила. Все потому что холоднее стало. Вот я надеюсь. Потому что у меня нет с собой насоса. Высадились. Вещей навалом, конечно, у нас. Палатка, печка для бани, спальные принадлежности для готовки, пила, мотор лежит, бензобак. Лодку затащили на берег. Тоже. Ветер дует сильный с реки. Ну а по вещам, ладно, не на себе же нести. На лодке я всегда люблю брать с собой все, что может пригодиться. Тут, кстати, качельки есть, смотрите. Старенькие, правда, какие-то уже. Веревка, возможно, гнилая. Но все же, можно рискнуть покататься. Обалдеть! Алло! Тут тарантул!
Я там тарантула встретил. Там прям на берегу. Ты его взял с собой? Или он там? Там. Пойдем посмотрим. Дорогие друзья, смотрите, кого мы нашли на этом острове. Остров Телячий полон тарантулов. То есть здесь полно этих милых паучков. Очень опасен. Ну, он ядовитый, но не смертельно. А вот здесь тарантулы живут. Вот, смотрите, кто сидит в норе. Забился и думает, что спрятался. Но нет. Оказывается, тарантулов здесь полным-полно. А тарантулы внесены в Красную книгу. Поэтому никаких повреждений им наносить нельзя. Но этот остров кишит тарантулами. Вот наша шнурочка ждет. А прикольно, что как я их вообще замечаю. Это вот, видите, с какого расстояния увидел. Фонарем светишь, и маленькие-маленькие глазки тарантулевые светятся в кустах. Глазки тарантулевые, и тарантула. Глазки тарантулы. Да, идешь туда, а там тарантул. Сейчас будем вычислять побольше кого-нибудь. Они днем спят в норах, а ночью выходят на охоту. А чем они питаются? Другими насекомыми. Да, обычные пауки паутину вьют и ловят всяких насекомых, а тарантул бегает и ловит свою добычу. Они ядовитые, но не сильно опасные для человека, на самом деле, по крайней мере, вот эти вот, которые живут на этом острове. Ну, Илюха так, по крайней мере, говорит, я вообще не знал про них. Говорит, как пчела ужалит. Немножко место может воспалиться, поболеть и пройдет. Так что никого не боимся. Высматриваем новых тарантулов. Вот я свечу фонарем и прям вижу отражение, как у тарантула глазки светятся. 100 пудов это еще один тарантул. Да, это еще один тарантул. Тут их вообще полно. Это уже 4-й замеченный мною тарантул. Там больше есть? Нет, этот еще меньше. Пойдем искать. А вон, смотри, бежит. Прям в кустах вижу его глазки. Ну, это тоже небольшой, но такой. Сантиметров 10. Ой, 5. О, прикольный. Это самец. А там самка сидела. Смотрите, какой еще классный. Самец. Возьмем его на ручки. Иди сюда. Блин, я когда мелкий был, я их спокойно брал. А сейчас что-то боюсь. Ладно, пусть бежит. Вон еще один тарик. А, вон он вообще еще больше, смотри. Он такой, как тут. Под кустик сразу такой. Опа. Опа. Офигеть. Не, он здоровый. Круто. Короче, этот надо палатку плотно закрывать. Скоро они все вырастут. Ну как скоро? Не знаю, сколько они живут, тарантулы. Но если здесь так много маленьких, скоро будет куча больших. Да, уже больше 20 штук насчитали. Ладно, будем ставить лагерь прямо здесь. Ничего страшного, уживемся мы с ними. Это наша походная баня, одновременно ночлег. Она уже была мною один раз испытана в одиночном походе, в одиночной рыбалке. Теперь я хочу попробовать, поместимся ли мы там вдвоем, ну и каково это вообще будет, комфортно, нет.
поставил. Палатка ровно за минуту. Именно то, что нам нужно в зимних походах. Тогда, когда дует ветер, тогда, когда очень устал и хочется спать, поставить быстро палатку, это очень-очень важно. Кто не видел еще про эту палатку, посмотрите видео про рыбалку на необитаемом острове. Вот, подсказка будет. Там я подробно о ней рассказываю. Дует ветер, надо палатку закрепить. Колышки в комплекте. О, какие. На случай торнадо. Ветерок так-то нехилый. Все, тащи камни. Это вот контейнер для камней, да? Для камней, да. Что, не подойдет? Да я просто отложил руку освободить. По-хорошему, конечно, камни для бани нужно использовать специальные, ну, по крайней мере, той породы, которая подойдет. Что может произойти? Камень может просто перекалиться, и когда на него попадет вода, лопнуть. Или лопнуть, потому что в нем внутри вода. Ну, мы нашли на берегу, какие есть. Посмотрим. Кладем. Чтобы они максимально соприкасались. Еще? Нормально. Хорошо. Вот. Теперь только ждем, пока прокалятся камни. Ну или приступим к приготовлению нашей рыбы. Ну что, дорогие друзья, настала пора готовить вот этого вот судака.
что нам кроме него еще понадобится? Ну, во-первых, луковица, во-вторых, лимон, в-третьих, конечно же, соль, в-четвертых, масло растительное, в-пятых, приправки. Ну, я взял прованские травы. И в-шестых, фольга. Запечем ее в фольге. Дальше. Самое главное – рыба. Вот она. Значит, у нас уже она распотрошенная, но мы сделаем дополнительно еще надрезики. Вот прям по всему телу. Проверим. С этой стороны пару доль. Плюс лук. Надрезик. Так. Лучка обильненько так просовываем по всей рыбе. Парит уже. Ой, даже песочек прогрелся на полу. Спать будет офигенно. Ладно, все равно. Сейчас термометр показывает 64 градуса. Вот он висит на уровне наших голов, даже на уровне наших плеч. Такой. Надо привстать, чтобы лучше прогреться. Я сейчас разгоню его, он вниз пойдет. На пенек надо встать. Чревато. Вроде показалось не так уж и жарко, а уже потекло с меня. Об замочек обжегся спиной. Это хороший знак. Больше 70 не хочет подниматься. Он с этим, может, больше не умеет показывать. Да, она просто высокая палатка, поэтому здесь сидя не очень-то прокатывает. Надо лавочки тут большие такие ставить. Полоки. Да, и ложиться. О, надо было шапки брать. Шоп быть. Хорошо. Вот после того, как первый раз купаешься, начинается самый кайф. Расслабон. Ну все, ко мне стало медленнее испаряться. Значит, остывает. Не успели выйти из бани, опять тарантул убежал через наш лагерь очень нагло. Смотрите, он встал в боевую позу. Такие зубки. Замучили эти тарантулы уже. Ну ладно, все, пора одеваться. Ну все, у нас в костре угли практически прогорели. Значит, настала пора прикопать сюда судачка нашего.
Итак, ну все, пришла пора вскрывать рыбку. Она, кстати, еще довольно тепленькая. Как и мы. Да, мы тоже тепленькие. Погнали. Запах пошел сразу. Невероятный. Обалдеть. Шикус. Да. Это блюдо так блюдо. А пахнет як вкусно. Мясо там прям отслаивается. То есть все пропеклось. Все очень круто. Сейчас мы это будем кушать. Так, как оно? Это божественно просто. Четко. Да, лимончик запеченный. Вкусно. И лук. Да, кстати, что там по овощам? Мне кажется, что рыбки больше, да? Такой рыбки бы с десяточку. Баня превратилась в уютную комнатку на 2 персоны. Лодка с мотором ночует рядышком. Чтобы за них не беспокоиться, мы подтащили их прямо к самой палатке. И мотор лежит, и лодка. Ветер не стихает. Изначально мы вообще планировали прямо на берегу все это дело сделать, но из-за этого сильного ветра немножко ушли в кусты. Здесь ветер намного тише. Там на берегу вообще шквал. Достаточно удобно, свободно мы здесь разместились. Здесь с легкостью поместится еще несколько человек. Тут у меня удобный органайзер. Сюда я убираю камеру, когда не снимаю. Здесь можем смотреть температуру. Сейчас в палатке 13-14 градусов. Это вообще вполне. Здесь пауэрбанк, заряжает телефон. Фонарик. И в нижнем кармане ножик. Вот. В общем, денек был интересным на самом деле. Очень сильно порадовали, удивили тарантулы. Странно, да, порадовали? На самом деле порадовали, потому что они внесли приключения и какие-то незапланированные ощущения. Потому что все равно же готовишься, думаешь, вот я еду на рыбалку, потом будем делать баню, и примерно знаешь, чего ждать. А когда происходят какие-то такие вот события, то впечатления получаются намного ярче. Поэтому мы сейчас сидим в закрытой палатке, и я надеюсь, что здесь у нас тарантулов нигде нет, их не должно быть. Вот. К нам они попасть никак не могут. Мы полностью везде герметично закрыты, а там, где окна, у нас сетки. Хотя у нас же есть отверстие под трубу. Да. Сейчас заползут туда. Представляете картину, как ты спишь ночью, а тень по палатке такая паучиная. Ладно, все это глупости, ничего страшного, вот этих пауков ждать не стоит. Поэтому ложимся спать. Надеюсь, нас не сдует. Хотя я вроде закреплял палатку хорошо, но ветрище палатку раскачивает. Даже в кустах здесь нехило. Ну, до завтра. С добрым утром. Для меня ночь прошла вообще отлично. Ни малейшего не было намека на холод или какой-то дискомфорт. Ты чё, как? Да, мне тоже нормас, в принципе. Ветер, правда, шумный был всю ночь, а так нормально. В общем, думали с утра порыбачить, но так как мы вчера поздно с этой баней, рыбой, и сейчас пока проснулись, время уже 9, не до сна, ой, не до рыбалки. Там тем более ветрище такое, сейчас собираемся и мчим на берег. Ну все, допиваем чай. Собираемся. Не заметил, мы эту Чё? лодку когда несли, она спущена была, нет? Да не, вроде нормально. Я вот сейчас подошел вещи нагружать, она прям мягкая. Ну-ка, не понял. Я, блин, насос не взял.
Думал вчера, то что, ну вот на том берегу у нас машина стоит. А вещей было полно, думаю, фиг с ним, с этим насосом. Сейчас же несли вроде нормально. Днище твердое. Слушай, пока напряженно, перевернем и посмотрим. А, вот смотри, этот баллон нормальный. Из-за переднего может быть и вот этот вот баллон мягкий. О, это вообще мягкий. Походу с ним что-то. Царапины нигде нет? Да нет вроде. Но это по-любому он спустил. Из-за него ослабил передок. Давай, да, сейчас так сделаем. Я налегке поплыву до машины, возьму компрессор, накачаю, а потом, ну, все вещи уже с тобой заберу, потому что сейчас мы не доплывем так. Это по таким волнам сейчас нам полную лодку начерпает. Пойдем ко дну. Дело в том, что у меня на насосе, на ножном, сломалась штучка, которая вставляется пластиковая. Она стоит там 60 рублей. Нужно было просто заехать в магазин, но не заехал. А целый компрессор сюда тащить не захотел. Первый раз такая у меня история. Ладно, надеюсь, я доплыву до того берега сейчас на сдутой лодке. Накачаю, и все будет нормально. Надо будет с собой взять компрессор, чтобы если она спустит даже по дороге, чтобы я накачал. Приключения приходят оттуда, откуда не ждали. Думали, половим рыбы, наловим рыбы, вечером пожарим и ляжем спать. Ну, ничего интересного происходить не будет. Рыбы не было, зато вокруг куча пауков. Ладно, хоть в палатку к нам не заползали, а теперь беда с лодкой. Ладно, хоть волны чуть-чуть приутихли. Мне нужно вон туда. Вот куда пальцем показываю, вон там стоят машины. Вот большая земля. Нормально. Зря мы переживали. Не так уж все и плохо. Сейчас качну второй партией. Все вывезем. Но это ненормально, по-любому. Это прокол. Посмотрим давление. Сейчас накачаю заднюю банку. Если она накачается и сразу станет жесткая передняя, значит именно в ней прокол. Да, дело в задней банке. Сейчас ее накачал, и все, и сразу передок весь жесткий стал. Значит, в ней прокол, а она была почти пустая. Потому что качал я прямо долго. Это не может быть из-за того, что похолодало или нет. Вчера, например, было прохладно вечером, а мы весь вечер рыбачили, я проверял давление лодки, было идеально все. Значит, видимо, пока грузили лодку, где-то царапнули, может быть, по камням, где-то стекло было. Надо как следует осмотреть, когда вернемся. Ладно, в любом случае компрессор я беру сейчас с собой, за Илюхой поплыву. Если что не так, подкачаем. Подбросить, что ли? Вот пока не спускает. Начинаем грузиться. В общем, вот такие у нас выдались приключения. Всего меньше суток прошло с того момента, как мы стартанули с Илюхой на рыбалку. И все равно не обошлось без приключений.
хоть немножко и не динамичная рыбалка, но все-таки одну рыбку нам поймать удалось. Посмотрел я этот остров, я здесь первый раз. С необычным видом, с одной стороны заповедника горы, с другой стороны такой антропогенный вид. Это Жигулевская ГЭС. Куча тарантулов, я вообще был в шоке от этого, представляете? Я вообще не знал, что на самом деле, что у нас тарантулы живут. Оказывается, вот среднерусский тарантул такой есть, он еще и в Красной книге. Потом поспущенная лодка добавила нам адреналинчику. Но все обошлось, все прошло хорошо, никто пауками покусан не был, лодка в порядке, рыбка поймана. Мы отправляемся домой. Это был канал Походный Оптимист. Со мной был сегодня Илюха с канала Тайные Тропы. Подписывайтесь на его канал, ссылка будет в описании. Там тоже много всяких интересных походов. И вообще, главное, что качество хорошее. Пока! Пока!